Те, кто не успел в жаркие летние месяцы слетать в отпуск, наверняка подыскивают себе варианты на сентябрь. Бархатный сезон, теплое море, ласковое, уже не палящее солнце, в общем, красота. Из-за пандемии наши международные перемещения, конечно, сильно сократились, тем радостнее для россиян открытие каждого нового любимого курорта. Египет, Турция, Греция, Мальдивы и столь милый сердцу многих Кипр. Однако не все так просто. Рассказываем вам о новых правилах въезда россиян на киприотские курорты. И если боитесь, что окажетесь больным прямо перед вылетом и путевка пропадет, подумайте об оформлении страхования от невыезда. Если опасаетесь заразиться на отдыхе, сейчас есть расширенные медицинские страховки для туристов, включающие в себя риск заболеть COVID-19. Они обычно чуть подороже обычных, но спокойствие, согласитесь, бесценно, а для всего остального есть MasterCard. Если вам необходимо оформить страховку, линк я поставлю в описании к данному видео. Что делать, если вы не вакцинированы? Перед поездкой нужно будет сдать тест на коронавирус сроком не более 3 суток. И если результат отрицательный, предоставить сертификат при въезде в страну. Конечно, если он положительный, то никуда ехать не стоит. Надеемся, это всем понятно. Результат обязательно загружаем на сайт cyprusflightpass.gov.cy за 48 часов до полета. Для надежности лучше его еще и распечатать, чтобы быстрее пройти контроль в аэропорту. В течение недели после прилета на Кипр вам нужно повторить тест молекулярный ПЦР или экспресс-тест на наличие антител. Если вы сможете доказать, что переболели в последние полгода, второе тестирование может и не понадобиться. Обычно тест делают сразу по прилету в аэропорту. Он платный до 30 евро. Но если у вас есть дети до 12 лет, вы сэкономите, они от проверки освобождаются. Результаты подгружаются автоматически на covid.testcyprus.com. Так что ждать результатов не нужно, вперед в отель и к морю, собственно говоря. Если ваша путевка рассчитана больше, чем на неделю, то каждый 7-й день вас будет ждать повторное тестирование. День приезда считается нулевым. Если вы вакцинированы, все гораздо проще. Захватите с собой сертификат о прививке, переведенный на английский язык, и покажите его в аэропорту прилета. Вам сделают только приветственный тест при въезде. И то не факт, это выборочно. И отпустят восвояси, не тревожа остальную часть отпуска. Сертификат о вакцинации также нужно загрузить на cyprusflightpass.gov.cy за 48 часов перед полетом. К счастью, Кипр принимает «Спутник 5», самую распространенную российскую вакцину. Поверьте, самим киприотам сложнее. Правительство острова всеми силами стремится не допустить распространения и мутации дельта-штамма COVID-19, а заодно стимулирует граждан прививаться. Киприоты обязаны предъявлять SafePass, сертификат вакцинации, в больницах, на праздниках, фестивалях и других массовых мероприятиях и местах. Если гражданин страны въезжает за границу, перед возвращением за 72 часа он должен сделать тест, подтверждающий, что он не заразился и не привезет COVID домой. Правда, это не касается зеленых, безопасных в плане заражения стран. Отдыха строго масочного режима, а комендантского часа уже нет, но носить маски все же рекомендуется, хотя и неизвестны случаи, чтобы кого-то оштрафовали за их отсутствие. Особенно в местах с малой площадью, от ресторанов до лифтов. Ваше разрешение на бесковидное пребывание — тот самый Cyprus Flight Pass, куда вы подгружали результаты тестов. Лучше постоянно иметь с собой, и его могут спросить в ресторане, крупном магазине или торговом центре, на экскурсии, круизном корабле, в развлекательном центре или клубе. Мелкие магазины, пляжи и парки не считаются, как и экскурсии, только на открытом воздухе и спортивные мероприятия. Да, организовать поездку на море за границу стало гораздо замороченнее, но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Немного мороки с документами, и вы у ласкового моря под теплым солнцем и окружены заботой радушных киприотов. Если у вас остались вопросы касаемо виз и того, как въехать на Кипр или в Европу, пишите об этом в комментарии. Еще лучше заходите к нам на сайт www.smaps.ru, где в онлайн-чате вам могут
ответить консультанты и оказать помощь. Увидимся в следующих видео.